Максим, сегодня у нас суббота, и по уже сложившейся традиции музыкальный гость, вернее, гостья. Да, сейчас мы с Марусей пойдем в соседнюю студию, где уже ждет эфира и распевается молодая, но очень перспективная певица Диана Анкудинова. И мы уверены, что для себя сейчас вы откроете много нового. Я в январе, и белый пожар в твоих словах, о себе и в окнах домов, незнакомых мне. На дороге мы постоим, и там ты сожмешь запястья мои, и я захочу, о чем молчали губы твои. В твоем городе белый снег еще белей, еще теплее в городе, где ты живешь и солнца ждешь. В твоем городе белый снег еще белей, еще теплее в городе, где ты живешь и солнца ждешь. Руки возьмут мое тепло и по дорогам понесут, а ветер заставит снегом закрыть глаза. И ты наугад войдешь в новый день, и там на снегу уснет моя тень, и ты позовешь солнце в жизнь свою. В твоем городе белый снег еще белей, еще теплее в городе, где ты живешь и солнца ждешь. В твоем городе белый снег еще белей, еще теплее в городе, где ты живешь и солнца ждешь. Диана, перво-наперво мы вас поздравляем с тем, что вы студентка. Вы поступили в знаменитый ГИТИС, эстрадный факультет, все верно? Да. Чья мастерская? Васильева. Так, это же театр сатиры. Сатира, да, замечательный актер, по-моему, народный артист России, Да. не ошибаюсь, конечно. Как произошло ваше поступление? Расскажите нам о том. Это вот по старинке были эти 3 тура или сейчас онлайн поступают люди? Басня, проза, стих, правильно? Да, все правильно. Проза у меня была монолог «Мама» Анна Дружинина. Стихотворение у меня, как бы это смешно не звучало, была Агния Барто «Первая любовь». И басня была «Демьян, бедный врач». А «Первая любовь» — это о том, где младшая сестра тоже захотела влюбиться. Да. Это? Да. Самое главное, что это ведь позади. Вы поступили, это самое важное. Да, я поступила, сейчас уже началась учеба, поэтому я вся погрузилась в ГИТИС, и все вот то, что было на поступлении, я все забыла практически, поэтому... А как выглядит учеба сейчас вот на заочном факультете? Ну, у нас тоже, наверное, есть сцена движения, да, вокал, наверное, тоже. На данный момент у нас не так много пар прошло, и мы не так близко познакомились с одногруппниками, потому что это онлайн-обучение, и на самом деле это очень сложно. Все пары у нас на данный момент теоретические, и все вот эти сцены движения, и там пластика, все остальное мы сейчас не можем делать. Но с ноября говорят, что, скорее всего, сможем. Диана, вот я не очень понимаю, ну зачем? Вы уже готовая артистка, зачем вам еще учиться? Ну, тем более, не знаю, вокалу, ну зачем? Ну, на самом деле, я поступила же на факультет эстрады, и артист эстрады подразумевает в себе не только умение петь, а также еще... Двигаться, говорить, в общем, это такой... Да, это очень разножанровый... артист, да. Да, факультет, поэтому я выбрала именно его, потому что учиться просто петь, мне это, так скажем, не очень интересно, потому что я с 5 лет пою, и я, в принципе, много уже про это знаю. Так вы и на сцене себя умеете держать?
Умею, но все другие такие специальности, как ведущая, например, как вы сейчас сидите, задаете мне вопросы. Опять нас хотят подвинуть. Да. Это очень, мне кажется, интересно, и я бы хотела этому научиться. Мы же вас вдвойне поздравляем с тем, что вы же на бюджет поступили. Да. То есть это редкость, на бюджет. Да. Действительно круто. Правда. Спасибо. Что за история с Гнесинкой? Вы же туда, я так помню, после шоу чуть ли не были приглашены. Да? Почему не сложилось? Когда был финал «Ты супер-супер сезон», приходила женщина. Я помню этот момент, когда мы Да. говорили: боже, вообще, welcome, двери открыты. Да, но, как оказалось потом, мне все-таки пришлось сдавать все эти, также проходить экзамены. Я пришла, спела несколько песен. Комиссия сидела, улыбалась, все было хорошо. Потом почему-то, я не знаю, к чему они это сказали, они сказали, что у меня какие-то проблемы со связками. Скорее всего, это произошло после программы «До» и «После Ты супер», после второго сезона, который выпустили. И когда у меня был переходный период, и связки немного шалили, я не знаю, может, они к этому придрались, то, что у меня когда-то были эти проблемы. Но так получилось, что меня не взяли, не допустили к сольфеджио. Я сначала расстроилась, но потом поняла, что, Всё к лучшему. скорее всего, да, мне это не нужно было, и сейчас я студентка ГИТИСа, за что огромное спасибо. А кто помогает вам в такие сложные периоды? Мама, да, наверное, поддерживает? Потому что, правда, вы, наверное, очень сильно расстроились. Я могу это себе представить. На самом деле я привыкла к тому, что есть какие-то неудачи и падения, и я привыкла к тому, что если закрываются одни двери, то открываются другие еще лучше. У меня очень часто такое происходит в жизни, и недавно я поняла, что семья — это единственные люди, которым я правда нужна, поэтому, да, они меня поддерживали, за что им огромное спасибо. Как в 17 лет это можно понимать? В 17 лет я вообще ничего не понимаю. Люди разные, все люди разные. Да. Я посмотрел ваш гастрольный график. Вы достаточно часто выступаете, это здорово. Вы выступающая артистка, даже в наше такое непростое время. Да. Есть ли у вас продюсер? Или вы сама себе продюсер, или, может быть, мама занимается вашим продюсированием? У меня есть человек, который продвигает меня, так скажем, возит меня на разные концерты, подписывает всякие контракты и предложения. Но как такового, так скажем, продюсера у меня нет. А Игорь Яковлевич Крутой, я помню, что на, опять же, проекте был разговор о том, что вот, запоешь по-русски, начну тебя продюсировать. На проекте было очень много разговоров. Как вы поняли, да? И этот не исключение. Игорь Яковлевич Крутой подарил мне квартиру, за что ему тоже огромное спасибо. Это была моя самая большая мечта. Она исполнилась, я очень этому рада, но он меня не продюсирует, и пока что, наверное, не наступило это время. Было? Или что? Квартиры мало. Нет, это не моя, во-первых, а квартира Дианы, и мне ничего не нужно. Действительно. О выборе творческого репертуара песенного кто тут советует? Или только сердце, или только как-то? Я переехала в Москву 2 года назад, и год назад у меня появилась педагог по вокалу Ольга Анатольевна Донская. Она мне помогает в выборе репертуара, поэтому сейчас мне вполне комфортно, и то, что я пою, мне нравится. И очень часто я прислушиваюсь к мнению моих поклонников. Через соцсети прислушиваетесь к мнению или как? Конечно, они очень часто комментируют, пишут в директе и еще где-либо. Пишут письма, свои стихи присылают, свои песни. Я очень это люблю слушать, смотреть, выбирать. И мне очень часто рекомендуют спеть такие песни, как, допустим, Владимира Высоцкого. То есть каверы делать? Да, делать каверы. Конечно, предлагают свои песни, но, мягко говоря, я не знаю, как это еще выразиться, конечно, люди... Ну, не того уровня, не того качества, конечно, мы понимаем. Да. Да, что об То есть этом ждете ничего своего такого. автора, наверное, да, который вот предложит то, что надо. Недавно у меня вышла песня «В небо». И клип вышел, мы вас поздравляем. Да, огромное красивый, спасибо. в этническом стиле. За моим окном серебряным ночном в облаках видна желтая луна. Льет она свой свет миллионы лет, и плывет земля в звездные поля, и течет под покровом льда Млечная река. Мне бы да успеть сердце отогреть,
Синей птицы в небо улететь, в небо улететь. В небо улететь, синей птицы вдаль, утолить печаль, до зари гореть, до зари гореть. Знаю точно я, там любовь моя, ждет она меня на излете дня. И как в юности там идут дожди, летние дожди. Господи, прости, в сердце тает лед, да горит заря. Когда я вернусь, ты прости меня. Мне бы да успеть сердце отогреть, синей птицей в небо улететь, в небо улететь. В небо улететь, синей птицей вдаль, утолить печаль, до зари гореть, до зари гореть. Да, она на самом деле очень моя. И за что огромное спасибо авторам, которые написали эту песню. Она очень мне подходит, и надеюсь, что мы будем с ними продолжать работать. И надеюсь, что когда-нибудь я найду людей, которые тоже будут мне помогать писать песни. Я, кстати, пробую писать песни сама, но пока что не очень получается. У вас были попытки сочинять собственные песни. Были. Почему вы их оставили? Кто самый главный судья творчества? То есть самоедством занимаемся, как все творческие люди, серии «не то написал, надо лучше». Или кто? Кто-то послушал, мама сказала, нет, пока не надо Или показывать. поклонники те же самые. Попытки не прекратились, я пытаюсь писать что-то свое, но я считаю, что я пока что не доросла до того уровня, до того склада ума, чтобы сочинить такие песни, чтобы люди их слушали и поняли, о чем я говорю, и не сочинять какую-то, знаете, попсу вот эту молодежную. Так а если не без попсу, смысла. если не попсу, тогда что? Если не попсу, Какой жанр? не, ну, конечно, это поп-фолк, рок-фолк, то, что я очень люблю, и то, что у меня, в принципе, получается и идет мне. Темы я, конечно, пытаюсь брать очень сложные, которые у меня сейчас в голове. Я подросток, я очень много переосмысливаю, и мой взгляд на мир меняется. Также я пытаюсь сочинять музыку, и это получается у меня лучше, но я никому это не показываю, кроме как, может быть, маме, бабушке, Близким. возможно, да, близким. И пока что я не выношу это на люди, потому что считаю, пока что не пришло время. А вы темы, да, темы какие вам интересны? Мне интересны такие темы, как Что-то глобальное? семья, как дружба. Ну, меня очень волнует тема, например, любви. Я такой же подросток, и мне хочется писать для таких же подростков, как и я, но также со смыслом, чтобы все-таки люди То есть песня про развивались. «Ты мой краш» вам не подходит? Нет. Что? Ты не знаешь, такой там же тоже вроде как про любовь, разве нет? Ну, вы знаете такую песню, Диана? Да, это... Всё. Извините, все. Мы просто, мы в молодежной аудитории, а тогда к нам подтягиваемся. Да. Наверное, такая фолк, да, как это, фолк-жанр, не знаю, как правильно сказать, да? Это из-за специфики вашего голоса. Скорее всего, да. В бурю или штиль я плыву по течению дней. Все, что на пути, меня делает только сильней. Гонит ветер вдаль мой большой корабль. На волнах судьбы, обо всем забыв, я расправлю свой парус. Как бы шторм ни бил, знаю, хватит сил, я с любой волной справлюсь, верю я. Чаек звонкий крик и большая волна за кормой. Важен каждый миг,
что случается в жизни со мной. Парус мой, плыви к берегам любви, на волнах судьбы, обо всем забыв, я расправлю свой парус, как бы шторм ни бил, знаю, хватит сил, я с любой волной справлюсь, верю я. Голос уникальный, как он называется? Тембр, контральто. Это очень низкий, если не ошибаюсь. Ну, это считается самый низкий женский голос. Мы вычитали, что какая-то там ре у вас самая нижняя. Иногда бывает и до. И до? Ничего себе! Ну как это представить? Вот если, Ольга Анатольевна очень, на самом деле, хороший педагог. Она очень умеет развивать диапазон. И все высокие ноты и низкие она сейчас мне развивает так, чтобы ничто не уходило и чтобы я развивалась. А вам чтобы легче было внизу? комфортно. Нижний регистр или верхушка? Что вам? Конечно, мне комфортней низкий регистр. Я сама разговариваю на низком регистре. Но без высоких нот как бы никакую песню не споешь и не выживешь в этом мире. Объединиться голос Да. А просто. вот мне кажется, Да. что Максима тоже очень низкий голос. Вы не могли бы посоревноваться, у кого Давай ниже? возьмем более низкий. Нет. У вас бас, я вам так Да могу нет, у сказать. меня, Поэтому- как называется, драматический баритон. О, Господи. Хорошо я За сочинил. что ты так со мной? Да, хорошо. Хорошо, давайте тогда со мной женские голоса, давайте. Кто ниже возьмет Да, батл? да, То есть мне на просто батл ты интересно. называешь Диану? Да, ну просто мне... Ой, ужас, Диана, да. вас Просто на батл интересно. вызвали, извините, но тут... Ну давай, какой-то самый нижний можешь взять? Ой, я не знаю. Так. Ты же на целую октаву прям ниже получилось. Ничего себе. Чайник закипел. С возрастом, кстати, это все Шикарно. еще больше и больше становится, я заметила. Ну, главное не курить, говорят, для голоса, чтобы не стирались эти красивые... Ну, я против всего этого, поэтому... Да, ну, кстати, вы за ЗОЖ, мы правильно Конечно, понимаем? я за ЗОЖ. Выпьем за ЗОЖ. А по поводу вот этого вот интересного, ну, вообще, голос у вас уникальный. Вы сейчас, надеюсь, что мы вас не... Хотя, думаю, вам много раз об этом говорили, что и тембрально природа вас наградила, и техниками, которыми вы владеете за столько лет упражнений, там, они действительно восхищают. Как называется вот эта вот тирольская история? Йодель? В 13 лет я попала на проект «Голос», и мне нужно было разучить песню «Йодель». Я уже знала, что это за техника, но не сказать, чтобы прям владела ей и могла контролировать то, что у меня происходит во рту. Ну, напомните нашим зрителям, да, кто вот не знает, что это за техника, ну Как просто это- буквально, как это как это на слух? звучит, да. Я это кусочек исполнила. Да-да. Лари, 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 ларарири, арири, арири, ларарири, арири. Лари, 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 ларарири, арири, арири, лара. Теперь ты повторяй, давай. Альпийские луга. Браво, очень Браво. Лара, а что надо делать? Как это работает? Вот когда мне было 12,5 лет, я как раз-таки пыталась выучить все это, и я поняла одну вещь, что без тренировок и без того, чтобы каждую минуту петь и разрабатывать речь свою, это нереально просто сделать. Я просто ходила, и у меня во рту всегда были такие, как ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Я просто очень быстро все это делала. что-то Вот это все получилось. языком. Нет. Нет? Да? Ладно, ладно, да. Так. Все эти упражнения, я разрабатывала язык, это было очень сложно. Но сам переход, вот это очень легко мне далось, поэтому Ну-ка. йоделю я научилась Ла-ла-лай. где-то за месяц. О, Да-да-да. вам надо дуэт да, записать. Да-да-да. Класс. Какие еще техники есть вокальные, как уникальные, которые вас интересуют? Знаете, это скрим бывает, когда еще что-то. Кстати, с недавнего времени я хочу научиться скримить. Да, вот. Подождите, что это такое? Когда Я опять не в кричат, теме. но не срывая голос. Ну, просто очень громко поют. Тяжелый вокал. А, тяжелый вокал. Рок, ну, слышали такое? О роке я что-то слышу. Я не могу это показать, но это ну, что-то Да, типа да. того. Ага. А зачем вам, красивой, хрупкой, юной девушке, скримить?
У меня есть любимая группа 21 Pilots, и они очень часто используют это в своем вокале. Мне очень это нравится, мне это импонирует, и я вообще люблю развиваться, узнавать что-то новое. И если я чему-то научилась, допустим, как йодель, то я хочу что-то еще. А в ГИТИСе этому научат или нет? Просто я хочу, не знаю. хочу во втором семестре научиться. Да. У нас еще не было вокала, я не знаю, какие там педагоги, надеюсь, что хорошие, и пока что не могу сказать, чему меня там научат, надеюсь, что очень многому.